Ну вот, ты снова нахмурился. Я что, тебя чем-нибудь огорчил? Не то чтобы огорчил, хотя можно сказать и так, за науку обидно. Взгляды, которые формировались тысячи лет, которые доказали свою эффективность. Почему ты их так корёжишь? Ну, так долго формировались не только они, есть представления более древние, а их заслуги никто не оспаривал. Пока научное мировоззрение оказывается самым эффективным из освоенных человеком. А почему пока? Да потому что уже обозначилась более полная схема мышления, та, что его превзойдет в эффективности. Лучшее из научного метода она возьмет, а ненужное отбросит. Ты же понимаешь, в науке нестыковок более чем хватает. Например, ты все еще сомневаешься. Значит, давай разбираться. Прежде всего, констатируем главное. Научное мировоззрение – это типично потребительское мировоззрение, неполное в своей изначальной сути. В нем доминирует вера в глобальное и безупречное общее правило, данное неизвестно кем и возникшее ниоткуда, но соблюдающееся всегда. Именно вера в подобное правило вдохновляет попытки мыслителей все разложить по закрепленным полочкам, даже и то, чего в принципе не было. Скажем, момент возникновения всеобъемлющего бытия. Подожди, вот ведь и сам рассказывал мне о первых мгновениях бытия. Да, но я не называл его всеобъемлющим. Я говорил о простейшем событии – появлении мира конкретного индивида. Индивида, созвучного нашей логике, и полномочного в ходе развития выбрать любые законы движения. Те, которыми будет руководствоваться именно он. Понимаешь? В отличие от науки, принимающейся как данность. Фазу создания правил движения я не убрал из анализа целого, поэтому моя модель относительно полна. Сначала правила создаем, а потом используем. В науке же первая фаза в принципе исключена. Она свято верит, что общие правила существовали всегда. Закон уже есть, готовый и безупречный. Его надо только найти. Сорвать плод, выращенный кем-то другим. Поэтому я и назвал ее потребительской, в чистом виде. Ну хорошо, можешь назвать ее потребительской, но зато она эффективна. Но эта локальная эффективность весьма обманчива и опасна. Она порождает иллюзию, что наука знает и может все. Или узнает и сможет впоследствии. В результате появляется лень. Зачем тренировать мышцы, если есть транспорт? Зачем тренировать разум, если есть компьютер? Зачем тренировать чувства, если есть формула? Подставил, подсчитал, получил. Ну согласись, знание формулы очень удобно. Она экономит уйму времени. Да, этого у нее не отнять. Но в формулу вложено только известное. Новые качества в ней не описаны. Впрочем, и то, что подробно описано, тоже сбивает сознание с толку. Ты что, говоришь о неточности построения уравнений? Нет, я говорю о системной неточности, присущей математике вообще. Не понял. Что ж, давай разбираться. Вот перед нами простейшая формула. Как ты считаешь, она корректна? А кто в этом сомневается? Я. Эта формула утверждает, что две расчетные процедуры, простая и сложная, в наших расчетах вполне равнозначны. Простая сводится к пересчету одинаковых единиц. Мы обнаружили некое множество и подсчитали его содержимое, считая точки равноправными, а множество однородным. А во второй ситуация сложная. Точки в ней кем-то уже сгруппированы. Собраны два различимых подмножества. То есть в множество включена дополнительная информация, нарушающая его однородность. В обоих случаях число первичных точек одинаково. И в этом смысле выражение справедливо. Но давай не забывать. Говоря о числах, мы отвлекаемся от сути рассматриваемых объектов. Учитывается только их количество, а не смысл. А в данном случае количество изменилось вместе с качеством. Возникли новые смысловые единицы, некие явно заметные группы. То есть новые единицы на новом уровне осмысления бытия. Ну тогда возникает вопрос. Так сколько же различаемых единиц мы обнаружили в этой конструкции? Ответ нас несказанно удивит. Оказывается, равенство здесь нарушено. Оно игнорирует факт многослойности бытия, пренебрегает связями высшего этажа. Получается, что математика работает только в узкой области. Там, где размерность надежно закреплена и непонятные связи отброшены, и игнорирует ту информацию, что не вписалась в шаблон представления. А стало быть и энергию, признанную по факту, но не влияющую на результат. Не потому ли в расчетах космологов без привлечения темной материи не удается достичь понимания? Не та ли это материя, которая появляется в результате группировки звезд в большие структурные единицы? Надо признать, что редукция сложного очень заметна в научном мышлении.
Акт появления в принципе нового, не подчиненного прежнему правилу, вынесен ею из сферы анализа изначально. Потому что закон незыблем, закон, регулирующий и уравновешивающий все. Именно поэтому наука так обожает формулы. Или уравнения, называй как хочешь. Ведь уравнение описывает конечную стадию бытия, состояние, когда все уравновесилось и замкнулось. Первородный импульс выдохся и затих. Главной своей, заветной миссией, наука видит поиск формулы, описывающей все. Страшная, убийственная цель. Стремление к точке, которой выбора нет вообще, а значит и жизни тоже. Кстати, в этом упорном стремлении к формуле заключается еще одно, хронически незамечаемое ею противоречие. Создавая свои теории, наука хочет их практически применить, то есть помочь нам в фактическом выборе, не замечая, что закон и выбор в принципе несовместны. Мы ведь об этом уже говорили. Странная коллизия налицо. Желая облегчить нам выбор, наука ищет теорию, в которой выбора нету в принципе, которая превращает живое существо в механизм. Но механизмам теории не нужны, для них все уже расписано заранее. Тем, кто создал наличное бытие и подобрал для него законы. Но кого, по мнению науки, нет. Фу, какую мрачную картину ты рисуешь. Но даже если это так, ты не можешь не согласиться. Именно наука раскрывает и поясняет нам все. Да? Тогда пусть она раскроет и объяснит свою же собственную основу. Что ты имеешь в виду? Ну, вообще говоря, достаточно очевидная вещь. Если законы везде одинаковы, должен найтись и гарант этой общности. Механизм, обеспечивающий это всеобъемлющее единство. Каждой точки мироздания, которых, напомню, неограниченно много. Говоря о гармонии и согласованности всеобщего бытия, ученый не задумывается о том, а может ли существовать механизм, способный эту гармонию воплотить. Механизм, возникший сам по себе, но при этом настолько мощный, что подчиняет любое явление собственной непререкаемой воле. Каким он должен для этого быть? Во-первых, он должен присутствовать в каждой точке мироздания, прямо или косвенно, но присутствовать. Во-вторых, в каждой такой самой маленькой точечке он непрерывно обязан просчитывать просто огромный поток информации о состояниях всех прочих точек, или пустых, или чем-то заполненных, но всех. В-третьих, эти расчеты он должен проделывать с невероятно высокой скоростью, бесконечной в строгом смысле этого слова и с такой же огромной точностью. Иначе рассогласования не избежать. Продолжать? Не надо. Просто скажи, к чему ты клонишь. Я хочу сказать, что механизма, способного обеспечить такое всеобъемлющее единство, фактически быть не может. Для этого ему пришлось бы обладать бесконечно высокой степени мощью, что в реальности недостижимо, и об этом мы тоже уже говорили. Понимаешь, наука взяла себе за основу самое невероятное предположение, какое только можно вообразить. В сущности, это самая молодая и самая фантастическая из всех мировых религий. Ты назвал науку религией? Ну что тебя так удивило? Разве она не стала предметом культа? С догмами, храмами, группой служителей и пантеоном своих небожителей? Или нет веры в ее основании, веры в то, что ни логически, ни практически доказать невозможно? Разве она не сражается с ересью, навязывая всем свое исключительное право толкования бытия? Религия самая настоящая, только признать себя таковой не хочет. Ну, думаю, ты сильно сгущаешь. Да, есть немного, чтобы отчетливей стала идея. Правда, к прикладной науке претензий почти что нет. Она скромно и последовательно выполняет свою работу. И заметь, это именно она демонстрирует свою эффективность. А что касается фундаментальной науки, здесь все значительно хуже. Каждое столетие ее серьезно трясет. Толкование бытия меняется радикально. Но несмотря на такие шатания, нам предлагают святые писания. Например, рассказывают, что происходило 14 миллиардов лет назад. Хотя знают, что строгой, непротиворечивой теории в принципе быть не может. Гёдель доказал это уже давно, и отметь, средствами самой науки. Но вожделенную теорию всего по-прежнему пытаются отыскать. Но здесь больше надутых щек, чем надежного результата. Гонка за званием или признанием, но не за четко осмысленным знанием. Это здорово напоминает споры средневековых схоластов о том, сколько ангелов может поместиться на острие иглы. Сейчас это вызывает улыбку, а тогда... Ну вот, опять критикуем других. А ты докажи, что твое мировоззрение лучше. Выведи из своей первозданной свободы хоть какой-то закон природы. Давай сделаем это вместе.
Для начала договоримся, что же именно мы рассчитываем получить. Надо нащупать закон изменения, неизменяемый в ходе движения, то есть стабильный по внутренней сути. Стабильность, как мы уяснили, возникает тогда, когда формируется временное кольцо. Его смысл как раз и заключается в бесконечном повторении одного. Скажи, сколько различаемых единиц понадобится для формирования такого кольца? Ну, одной очевидно мало. В этом случае различия нет. Значит, хотя бы 2. Нет, 2 тоже для этого маловато. Чтобы заметить процесс изменения, нужна еще одна особая единица, наблюдающая за этим со стороны. Нужен свидетель того, что изменение действительно происходит. Поэтому для формирования самодостаточного кольца необходимы как минимум 3 отдельные единицы. Ну хорошо, пусть будет 3. Вот и прекрасно, тогда продолжим. Обсудим множество, которое мы собираемся изучить. Каждую точку, указанную в множестве, мы полагаем предельно стабильной, иначе устойчивого описания мира нам не достичь. Для достижения этой стабильности точкам придется прийти во вращение. Нужны временные кольца, превращающие их в автономные, объективно существующие единицы. Но это значит, что каждая из них должна обладать 3 различными сторонами. Стороны эти не могут быть сложными, мы говорим о простейшем явлении. Они элементарны и поэтому взаимонезависимы. Геометрически такая взаимная независимость выражается в факте ортогональности их друг к другу. Получается, что множество, которое мы собираемся изучить, состоит из точек, каждая из которых обладает 3 ортогональными сторонами. Оно трехмерно, как и то пространство, в котором располагаемся мы. Но мы ведь обсуждаем закон, а не мерность нашего мира. Да, но они тесно связаны. Трехмерность нашего мира и порождает известные нам законы, или точнее некоторые из них. Попробую тебя в этом убедить. А сейчас обрати внимание. Точки, которые мы наметили, фактически неразличимы. Все они замкнуты в частных вращениях, не реагируя и не влияя, не взаимодействуя ни с чем. Это значит, что мы получили пустое множество, изучать в котором пока нечего и некому. Чтобы ситуация изменилась, должен появиться субъект. Хотя бы одна из точек должна обрести познающее «я», запускающее процесс, о котором мы уже говорили. Процесс, раскрывающий эту точку для внешнего мира. Она приходит в движение, регистрируемое кем-то извне. Она становится реальной, материальной, что и отличает ее от безликого общего фона. Поскольку изначального регламента нет, можно смещаться в любом направлении. Все варианты вполне допускаются, и соответственно все проявляются, каждый в своем обособленном мире. Понимаешь, в общем целом реализуются все эти случаи, но в конкретном мире только один. А теперь смотри внимательно. Чтобы привязать точку к собственной линии, выделить мир из набора возможностей. Мало задать ей одну лишь позицию, положение, которое она занимает сейчас. Надо задать 2 других, дополнительных, ближайшее до и ближайшее после. Если так сделано в каждой позиции, всю траекторию можно последовательно восстановить, то есть выделить конкретную версию реального мира. И вот тут появляется заковыка. Поскольку общего регулирующего начала нет, вся рассмотренная нами информация должна храниться в самих изучаемых нами точках. Понимаешь, какая складывается коллизия? В каждую точку придется запихивать в 3 раза больше информации, чем она способна вместить. Ну, надо поступить как и раньше, добавить пару измерений. А вот здесь это уже не сработает. Если добавить в наш мир измерения, то усложняются все положения, в том числе и соседние состояния каждой точки, информацию о которых, опять-таки, надо будет где-нибудь разместить. Ну и как же эту коллизию разрешить? Никак. Одномоментно эта проблема неразрешима, потому и существует принцип дополнительности. Думаю, ты и о нем наслышан. А вот во времени все получается. 3 состояния движутся цугом. Прошлое, настоящее и будущее. Подожди, появилась идея. Каждая точка у нас трехмерна. Можно использовать 3 измерения для сохранения тройки значений, каждая из которых будет описывать свое отдельное мгновение бытия. Конечно, очень своевременная идея. Скажу более, она уже нами принята. 3 предусмотренных нами значения и задавали идею движения временного кольца, закрепившего факт существования этой точки. Но если раньше это движение было скрытым, теперь оно стало явным. Различие между прошлым, настоящим и будущим вылезло наружу, не позволяя 3 мгновения свести к одному. Тогда еще одна идея.
А что, если интервал между точками сильно сжать? Мгновением раньше, мгновением позже, какая разница? Вот-вот, именно это наука и пытается сделать. Заменить информацию о смежных позициях этой точки информацией о форме кривой. Для этого используется дифференциальное исчисление. Две производные, первая и вторая. Первая вводит понятие скорости, ну а вторая – концепт ускорения, что неизбежно сказывается на толковании бытия. Новый способ пакования трех значений наделяет их новым смыслом, физическим, а не только геометрическим. Старый остается только для одного – положения этой точки. Появление скорости вводит идею времени, точка реально приходит в движение. Появление ускорения привносит идею силы, то есть того, что меняет движение. Понимаешь, физические смыслы, используемые современной наукой, связаны с ее желанием препарировать реальное бытие, целостное по своей изначальной сути. А зачем она это делает? Хочет узнать детали. Сознание пытается выяснить все. Если возникает вопрос, оно ищет ответ. Например, что происходит с конкретным явлением на переходном участке движения? И что, это можно как-то выяснить? Может быть и не выяснить, но описать можно, если нащупать инвариант. То, что не будет меняться в движении. Два таких инварианта обнаруживаются сразу. Сумма и произведение значений, характерных именно для этого кольца. Первый инвариант можно исследовать только геометрически. Он задает нам плоскость вращения кольца, или, иначе, стабилизирует ось вращения волчка. То есть порождает эффект, который в физике называют гироскопическим. А вот второй инвариант значительно интереснее. Перемножать можно величины с разным смыслом. В данном случае мы получаем обобщенную величину, имеющую размерность действия. Получается, что второй инвариант фактически утверждает: существует величина размерности действия, которая для данного движения сохраняется неизменной. Принцип наименьшего действия. Физики называют это так. Он обнаружен наукой практически. Мы же его подтвердили логически. Значимость его для науки неоспорима. Из него выводятся практически все законы сохранения, известные современной физике. Но существуют ведь не только законы сохранения. Конечно, но та же логика может вывести и на них. К примеру, можно сформулировать еще один инвариант, подчеркивающий тот нюанс, который мы пока не отметили. Кольца, которые мы обозначили, могут вращаться в различные стороны, сохраняя оба инварианта, но меняя очередность проявления намеченных величин. Или иначе, направление движения времени в изучаемой нами точке, что приводит к потрясающему эффекту. Притяжение превращается в отталкивание, созидание в одной системе становится разрушением в другой. В результате взаимодействие становится более разнообразным, и появляется новая характеристика точки, называемая электрическим зарядом. Уравнения, описывающие возникающие в результате эффекты, найдены наукой эмпирически. Но эти же уравнения можно вывести логически в рамках рассмотренной нами позиции. Да, но согласно этой логике, электрическим зарядом должно обладать все, а мы знаем, что это не так. Ты опять используешь «должно» без достаточных на то оснований. Если направление вращения системы координат известно, известен и заряд. Если же оно неразличимо, заряда фактически нету. Подожди, ты сказал вращение системы координат. Что это еще за вращение? В сущности, это все то же вращение, которое мы уже обсудили. Начиная исследовать реальное бытие, субъект наделяет три значения разным смыслом. По очереди, вращая систему физических координат. Или, точнее, физических интерпретаций трех значений. Этим он и отличается от пустой пространственной точки, для которой характерна только геометрическая интерпретация. И вот это простое вращение и порождает законы движения, которые мы уже обсудили. Кстати, обрати внимание, скорость вращения системы координат всегда конечна для любого реального индивида. А это значит, что скорость перехода причины в следствие, воздействия в его результат, или иначе скорость света, не может превышать особой, предельной для данного мира величины, скорости подстройки сознания, воспринимающего мир индивида. В результате возникают эффекты, называемые в физике релятивистскими. С другой стороны, на другом конце применяемой мерной шкалы, в области малых чисел, тоже возникают неприятности. Становятся заметными квантовые эффекты, порождаемые принципом неопределенности.
Выступая в роли субъекта, частица собирается в точку. Это центр, вокруг которого разворачивается все. Выступая в роли податливого объекта, она размазывается по бытию. Роли эти циклично меняются. Вот тебе и концепция корпускулярно-волнового дуализма. Если же погружаться глубже, ситуация становится еще непонятнее. На неделимом участке движения, гипотетически существующие промежуточные точки, уже невозможно наделить конкретным смыслом. Но ведь наука верит, что бесконечно малые существуют на самом деле, и поэтому придумывает волновую функцию и уравнение Шрёдингера, призванное это верование укрепить. А потом с удивлением обнаруживает, что создаваемые ею теории в принципе не сводимы вместе, как, например, квантовая и релятивистская, не понимая, что это противоречие неизбежно. Релятивистская теория фактически утверждает, реальные значения не могут быть больше этого. Квантово-механическая, они не могут быть меньше того. Эти теории ограничивают реальное бытие с разных его сторон, сверху и снизу. Когда ты их сводишь вместе, для реального бытия места не остается. Ну хорошо, не будем сводить их вместе. Обсудим то, что фактически неоспоримо. Например, закон всемирного тяготения. Можешь его объяснить? Конечно, с ним вообще все просто. Смотри. Вот перед нами две маленьких точечки. Точки реальные, материальные, то есть участвующие в построении физической интерпретации бытия. Различие между ними сводится к одному, разному положению в этом мире. И это различие время обязано устранить. В результате возникает движение, в ходе которого это различие будет снято, что и трактуется как притяжение. Единственная координата, которая здесь различима – расстояние между точками. Поэтому второй инвариант для этой пары обретает следующий вид. Но поскольку мы знаем, что величины, входящие в этот инвариант, могут иметь и другие смыслы, например, смысл силы, его можно переписать в другой форме. При появлении новых таких же точек силы их притяжения складываются. Соответственно, появляются множители, учитывающие количество взаимодействующего вещества, или иначе, массу точек. Вот и весь закон. Кстати, если исследовать это сближение с тонким учетом идей субъективности, можно обнаружить эффекты, для описания которых физика использует разные, с ее точки зрения, взаимодействия. Гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное. Но которые оказываются проявлением одной и той же простой идеи – постепенного устранения различия в бытии. Получается, эти идеи объясняют нам все? Нет, многое, но не все. Все вообще объяснить невозможно. Тем более не удастся объяснить эффекты, создаваемые другой теорией, но которых по факту нет. Наука давно уже пытается описывать то, что прямо зарегистрировать невозможно, но что вытекает из ее воззрений косвенно. Восхищаясь собственным разумом и погружаясь во все более сложные интерпретации своих же собственных интерпретаций, не забывая, что фундаментальное лежит в основе всего, в том числе и простого, и поэтому сложным быть не может. Даже не знаю, что тебе возразить. А ты не спеши возражать, просто подумай о том, что сказано. Ну ладно, говорил, пойду подумаю.